Друзья мои, доброе утро, добро пожаловать на мой канал. Спасибо, что присоединились сегодня ко мне. Ох, проснулась я сегодня утром и сказала себе, мне нужен выходной. Написала на работу, я не приду, я беру выходной. В общем, у меня сегодня выходной. Как-то я тут темная, тут светлая такая. В общем, у меня выходной, я ничего не планирую, никуда особо не планирую не ехать, и ничего особо не планирую не делать. Но так или иначе буду снимать для вас какой-то такой влог, не знаю, посмотрим, что у нас получится. В общем, по ходу дела поймем. Но единственное, что я сейчас быстренько съезжу в Маалот. Это соседский город от нас. Мне нужно суперфарм. Это фарм, где продаются, знаете, разные там, фармовские штуки. Мне нужно купить там мокрые салфетки детям, спрей в нос. В общем, всякие такие там, что мне еще нужно, сироп от кашля. Ну, в общем, всякую такую ерунду. И да, будем дома. Пока очень-очень рано. У нас уже начало очень-очень темно быть утром. Я сегодня проснулась. Я обычно встаю раньше своих детей, где-то в 6:30. Я встаю, иду в душ, и потом детей божу, открыла глаза, смотрю, сколько время, без 15:07 на улице, еще так, знаете, сумерки такие. Вот, в общем, у нас скоро будут переводить часы, по-моему, в конце месяца, и тогда в 6 часов будет светло уже. Но пока часы не перевели, то утром уже так странно просыпаться в темноте, потому что в Израиле нету такого, что вы просыпаетесь вот в это время, да, 6-7, как в Европе, еще темнота. Этого нету. Всегда переводят часы так, чтобы утром 6-7, даже 5:30 уже было светло. Зато вечером очень темнеет. То есть вечером темнеет очень рано, и даже летом в Израиле темнеет самое позднее, это 8:30. Не так в Европе, что я была в Латвии, когда я была в Латвии 2-3 месяца назад, то в 11 было еще светло, по-моему, что типа того. Ладно, пошла попью кофе и скоро поеду. Я приехала на секунду в магазин Home Center. Помните, я вам рассказывала, что я хочу дома сделать дополнительную полку для своих сумок. Приехала смотреть полки. Ну что, не нашла я полку. То есть нашла, есть полка 80 на 20 сантиметров, а мне нужно 80 на 23. И я хочу полку под комод, то есть обыкновенного натурального дерева, без какого-то там окончания чего-то, то есть, без отделки. В общем, я думаю, что мне просто нужно ехать там, где делают эти полки, купить, наверное, по размерам, которые я хочу. Ура! Я вернулась в супермаркет, и давайте я вам покажу, что я купила. Супермаркет, я уже сказала. Нет, суперфарма. Я объехала их 3 штуки для того, чтобы купить то, что мне нужно было. Купила детям мои, сейчас они простужены. Значит, в Израиле погода самая отвратительная, которая только может быть у нас. Еще лето, но периодически наступают такие, как холодные дни, и у нас может, знаете, с температуры 30 вдруг перескочить на 10, особенно у нас здесь в горах. И дети в такую погоду очень-очень сильно простужены. Поэтому нам всегда нужно, чтобы у нас был дома спрей морской воды, такой соленой воды. Я покупаю вот этот вот. Это называется марка Мазор. На иврите здесь написано Мазор. На мое ощущение, это лучшая вода. Морская соленая вода для детей. Для взрослых я, конечно, не пользуюсь, но вот для детей, мне кажется, что это полилась эта штучка. Но вот она лучшая. Именно вот это вот Мазор. Еще мне нужен был сироп от кашля. Ария у меня что-то так кашляет. А того сиропа, которым мы пользуемся, не было нигде. Я купила какой-то такой сироп. Называется колоба сироп. Такой, знаете, тут даже на русском написано. Написано, что он немецкий. Вы знаете, пользовались? Я не пользовалась. Мне посоветовал фармацепт. Фармацепт, как это говорится, тот, который в аптеке. Нет. Я не знаю, как это говорится, человек, который работает в аптеке. И я, в общем, купила такой. Еще у нас в Израиле какая-то полная непонятка с мокрыми салфетками. Во-первых, на них нет скидок. Во-вторых, все те, что продаются, состав просто ужасный. Я такие не покупаю, такими не пользуюсь. Они или с парфюмом, или они такие, знаете, очень скользкие, противные, что ими ничего не вытереть, потому что у них и даже на привкус они, когда я ребенку, например, вытираю нос или не знаю что, они горькие такие, противные, в общем. И я сейчас вот нашла вот такие вот, стала покупать. Это израильская фирма Mamicare. И вот у них состав очень-очень неплохой. Он без разных там ужасных ингредиентов. И очень неплохой. И они на ощущение не липкие, не скользкие, не противные, не горькие. В общем, я начала их покупать, но единственное, что они дорогие. Обычные скидки тогда выходит, что салфетки стоят 14, 15, 16 шекелей, а тут 24 шекеля. И для мокрых салфеток, когда ты не пользуешься очень активно, 24 шекеля это дорого.
Ну, в общем, купила уже второй раз их покупаю и довольна. А еще салфетки для носа Kleenex. Вот такие вот Allergy Comfort. Очень-очень-очень удачные. Обратите внимание. Ну, еще купила там всякую мелочь, которая уже на самом деле не интересна. Теперь сейчас приехала домой, и мне позвонили, мне пришла посылка с израильского сайта Terminal X. У них 2 дня назад была скидка на весь сайт 30%. У них 24 часа или 12 часов эта скидка была. И, в общем, там, конечно, полный трэш на этом сайте творился в этот день, потому что, ну, у людей сорвало крышу, и они начали заказывать. Я ее уже открыла. И сейчас будем смотреть, что я заказала. Первое. Я долго ждала, что была на это скидка, потому что на этой скидки нету никогда. Я себе купила масло для волос, масло Moroccan Oil. Я обычно им пользуюсь, но я обычно еще, когда оно есть по скидкам, или стараюсь покупать с какими-то купонными скидками, потому что, ну, оно немножко дороговато, и хочется, чтобы подешевле было. А здесь был вот такой вот набор за цену масла, то есть за стоимость цены масла шел вот этот набор, то есть расческа как бы в подарок. И мне просто стало очень любопытно, что это за расческа. Написано, что это керамическая расческа, я не знаю, что это значит, если честно. Написано Iconic Ceramic Thermal Brush. Интересно, керамическая она где? Эти штуки керамические выглядят? Нет, не знаю. Сейчас вам не буду расчесывать, потому что я свои кудри не расчесываю, но утром порасчесываюсь и потом вам расскажу. В общем, расческа как расческа. И маслом этим я пользуюсь уже очень-очень много лет. И сейчас я взяла, по-моему, light вариант, что он более такой легкий. Я после душа наношу, вытираю волосы, расчесываю, и тогда на концы, вот, да, вот на вот эту часть, наношу одно нажатие этого масла. Вот таким образом я им пользуюсь, для того, чтобы концы мои были более гладкие. Они у меня не секутся, но чтобы они были более собранные, потому что у меня очень тонкий пышный волос, и масло немножечко собирает это. Я не хочу сказать слово утяжеляет, потому что это масло не утяжеляет, но оно как бы собирает эти концы вместе. Вот. Это конкретно работает так на мне, потому что у меня очень-очень тонкий волос. Ну вот. Это то, что я заказала для себя, а все следующее, по-моему, для моих детей. Да. Я заказала 2 набора трусов. Кто меня знает, детских трусов, кто меня знает, знает, что у меня какой-то фетиш с трусами. Я люблю базовое белье и у себя, и у детей, но я не люблю, чтобы оно было поношенное. Поэтому часто вы будете меня видеть заказывающие трусы. Заказала вот такие 2 набора. Это их марка самого Terminal X, самого сайта. Он там, Terminal X вообще это монополь, монополье, как это сказать по-русски правильно, в Израиле. Под ним там уже на этом сайте есть миллион марок. И также, помимо всех марок, которые они привозят и предоставляют на израильском рынке, также они сделали свою марку. И у них, в принципе, детская одежда, качество очень-очень-очень хорошее. Хлопок и все такое. Ну вот, сказала. На Шайлину попу брала 4-5. По-моему, самое то. Хороший такой плотный хлопок. Шайли и Ари у меня разные в высоту, но в попе они у меня одинаковые, поэтому я заказываю всегда 4-5. В общем, да, 2 набора. Вот, красивый тоже. И еще один у меня наборчик есть. Да, вот тоже. Я не буду открывать, но вот тоже 4-5. Такой вот набор трусиков. Сколько здесь есть? Здесь есть 7, наверное, 5. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 штук. И последнее, что я заказала 2 ночнушки для Шайли. У Шайли сейчас период, что она хочет ходить в ночнушках. Она не хочет одевать пижамы, ей нужна ночнушка. И мне показались эти ночнушки очень классные. Это вот как такие вот, видите, маечки. Их тут 2 цвета. Один такой светло-молочный, а второй такой пыльно-розовый. Ну вот просто на таких вот бретелечках, да, как маечки, но вот ночнушечка. По-моему, очень классно, тоже очень плотный такой хлопок, очень качественный, ребята. Вот из Израиля, девчонки, если вы живете в Израиле, конечно, сделано в Китае, но 100% хлопок. Если вы живете в Израиле,
обратите внимание на марку именно для детей. Очень-очень качественная одежда, на мой взгляд. Вот, все, на этом все посылки, все покупки. У нас с вами должна быть сегодня еще одна посылка с Зары. И там мы будем с вами мерить, потому что мне очень интересно, задумка моя, выйдет или не выйдет с тем заказом. Я пошла что-нибудь попью. Подождите, я тут села в такой ракурс, потому что забрала я свой пуф постирать, на котором я обычно сижу перед вами, и что-то придется на полу сидеть. Хотела вам показать еще 3 распаковки. Я вам показывала эти распаковки в Инстаграме. Детская обувь. Кому интересно, смотрите. Итак, заказала своим детям сапоги. Первая пара для Арии заказывала на израильском сайте Story, размеры, которые оставались. В прошлом году она тоже ходила у меня с сапогами Hunter, и они мне очень понравились. Я решила, что я буду раскошеливаться на эти сапоги, потому что они классные, не промокают, нога в них не мерзнет, и они как-то держат ногу. В общем, мне они очень понравились, потому что у Шайли есть сапожки подешевле, там, ну, обыкновенные с Next, из разных таких магазинов, и все-таки это не то. В общем, купила ей вот такие вот розовые, тот размер, который был. Вообще, Ария у меня сейчас 23 размер. И здесь я тоже, я взяла 24. Я взяла 24, в общем, взяла на размер больше. Это были последние размеры, которые оставались в магазине Story, израильский магазин Story. Там они тоже привозят разные марки, интересные, одежду, обувь и тому подобное. И, к сожалению, в этом году я больше нигде особо не нашла, где можно купить. Есть также на Next, но, как ни странно, на Next выходило дороже, чем у нас, потому что, не знаю почему. Вот, так что, да. В общем, очень классные. Приглядитесь, присмотритесь, если вам интересно. Мне не очень нравится. Я бы сама себе таки купила, но, к сожалению, у меня достаточно полная нога, и у меня мои ноги не влезают в резиновые сапоги. Следующие сапожки я купила Шайли. Когда Шайли увидела эти розовые, которые купила Ария, она сказала: мама, я тоже такие хочу, она пыталась их одеть. В общем, она мне здесь устроила истерику и попросила тоже розовые сапоги. В общем, я ей купила другие. Эти уже заказывала с Next. Next почему-то мне прислал 20 шекелей купон. Понятия не имею почему, но я ее использовала, в общем, на эти сапожки. Вот такие вот я купила. Это марка Игор. Это испанская марка. В Израиле эта марка стоит практически в 1,5 раза дороже, нежели на Next, даже без моей 20-шекельной скидки. У них они, в общем, очень интересные. Внутри даже есть стелька такая немножко, которая утепляет. В общем, тоже неплохая марка. В принципе, по тяжелоте, что поэтому мерятся сапоги тоже одинаковые. Они, в общем, такие не легкие, не тяжелые. Наверное, легко-средние, где-то так. В Израиле это вот уже года 4 очень популярная марка. Я купила только потому, что это единственное, то, что я нашла в розовом цвете. Я больше ничего в розовом цвете не находила. И да. В общем, это для Шайли. Взяла я 28 размер. Он ей большой, но я уже ничего менять не буду. Цвет я вам показываю разный немножко. Ничего менять не буду. Максимум один ее теплый носок, и пусть ходит. Если максимум, будет ей на следующий год тоже, потому что что-то у Шайли нога остановилась, я не могу понять, какой она размер. То ли 26,5, то ли 27, то ли 28, не могу понять. И последнее, что я заказала, это тоже для Шайли. У Арии есть на зиму обувь, потому что осталось очень много обуви от Шайли. Когда я Шайли покупала на 24, на размер 24, там у меня куча новой обуви. А для Шайли, поскольку я не понимаю, какой размер ее ноги нынче, мне пришлось купить. Что я купила? Я ей купила именно на израильскую зиму. Учитывайте, что израильская зима — это, наверное, как у вас холодная осень, может быть, обыкновенная осень. Поэтому всякие там шерстяные сапоги с шерстью изнутри мы, конечно же, не покупаем. Я ей заказала вот такие вот полусапожки. 28 размер тоже. Это марка Camper. И это из серии Twin. У них Twins. Видите? Это вся фишка в этой серии, что всегда есть какие-то нюансы на обуви, которые дополняют друг друга наоборот, понимаете? Тут сердечко желтые серединки, тут оно не в серединке, господи. Вот, в общем, купила ей такие же кожаные сапожки, и на самом деле, говоря о том, что без подкладки я обычно покупаю здесь, они оказались, видите, немножечко теплые, такие как прошерстяные, что это очень приятно, потому что мы живем в горах, у нас все равно здесь прохладнее, чем во всем Израиле, и поэтому это прикольно, что вот они такие тепленькие. Они тоже немного большие,
Но из-за того, что я очень сильно запутана, какой у нее размер, то я не хотела покупать 27, и чтобы они буквально через месяц были бы маленькими. Поэтому максимум она немножко походит в большой обуви. Ничего страшного. Положим блестельку или носочки. В общем, да, их я не заказывала в этот раз с официального сайта Camper, как я это делаю. Обычно я заказываю с официального сайта Camper, жду, когда они мне присылают купон на бесплатную доставку, жду, когда у них скидки, потому что обычно в Европе скидки начинаются намного раньше, нежели в Израиле начинается холодный сезон, и тогда там те скидки европейские соответствуют сезонам Израиля. Здесь это заказывала в магазине babyshop.com. Мне тоже не прислали какой-то код-купон, по-моему, на 10 евро код-купон. И плюс эта обувь вышла на 25% скидки. И получилось, что эти были 25% скидки, плюс мой 10-евройный купон сделал мне доставку дешевле. В общем, выходила такая очень приятная цена для обуви Camper, потому что обувь Camper, она не из дешевых. Но она очень качественная, и мои дети с самого маленького возраста, я им покупаю эту марку, потому что я очень-очень люблю. Видно, как нога в этой обуви сидит очень правильно, держится очень хорошо. У Шайли, я уже, по-моему, так говорила, гипергибкость, и мне очень важно, чтобы ее обувь была качественная. Все, это все, что я хотела вам рассказать, показать. Ссылки того, что есть, я, конечно же, оставлю. Учтите, что на этом магазине Baby Shop доставка дорогая, поэтому, когда я получила купон 10 евро, то мне снизила эту доставку в 10 евро. То есть доставка стоит 20 евро, мне снизила это на 10 евро. 10 евро доставка, это уже так, 45 шекелей, это уже, дорого, но терпимо, как говорится. Все. Окей, давайте покажу вам, что я сегодня получила с Зары. Только что недавно пришла посылка. Я заказала вот это платье. Вот оно такое длинное, на лямочках. Но я его заказывала именно как платье носить. Видите, у него такой цвет, темненький такой фиолетово-сиреневый, баклажановый цвет. Я его именно заказывала носить на зиму, вот в таком виде, как-то с сапогами, с свитерами. Единственное, что, длинное. Я его уже как-то там закатила, но вообще оно, да, длинное. И то, что оно длинное, мне, конечно, не нравится. Вот так мне, конечно, вообще не нравится. Мне нужно, чтобы оно было немножко покороче. Но покороче нигде не найти. Вообще, если честно, в этом году таких платьев нигде не найти. Потому что все они с разрезами, с какими-то непонятными. Так, вот как-то так. В общем, и мне, в принципе, хочется такого вот какого-то, не знаю, подходит ли сюда этот серый цвет, но anyway, как-то так. Не знаю, сейчас померю что-нибудь другое. Ну вот. Да, интересно. Одела еще один теплый свитер. Вот как-то так. Я не знаю, что я думаю по этому поводу. Эта длина, по крайней мере, мне нравится. На самом деле, это не такая длина. И здесь все. Давайте покажу вам, какая настоящая длина. Настоящая длина очень длинная. Так, спускайся. Вот. Настоящая длина, конечно, не то, что я хотела. Но ничего, я могу... Не-не, это точно нет. Мне не нравится эта длина. Мне нравится вот так. Да, можно, конечно, это, наверное, отнести в ателье, чтобы просто подкоротили. Не знаю. Что вы думаете? Не знаю. Еще один вариант с таким белым свитером, который нужно, по-моему, побрить. И с кроссовками. Не знаю, что я думаю по этому поводу. В принципе, как я вам говорила, я беру вещи, если я нахожу с ней 5 аутфитов. Definitely здесь можно найти 5 аутфитов. Но я бы, конечно, это платье немного перешила бы. Может быть, да, следует его оставить и перешить немного под себя. То есть поднять эту длину и здесь тоже немного переделать, потому что здесь, видите, лямочки идут не по бюстгальтеру, а так на X. Вот. Как-то так. У нас еще один свитер есть с вами. В принципе, по-моему, работать можно. Можно и рубашки на это одевать, и джинсовую куртку, и, в общем, все что угодно, правда? Главное его под себя
подстроить, наверное. Хочется чего-то, чего непонятно. Ну вот, в общем, как-то так. Единственное платье, которое я смогла найти, это было в Заре. Но я и хотела что-то недорогое, что-то простое, для того, чтобы, ну, оно служило мне так, как я хочу. Хотя есть одно красивое платье в Massimo, но очень дорогое, и я как-то не хотела с него вкладываться. Как-то так. Что это такое? Чего такое? Мы вышли немножко на прогулку вечернюю. Детей забрали с садика. Хотя Шайли со мной полдня дома была, она что-то себя плохо чувствовала. И что хотела сказать, не помню. В общем, идем. У нас что-то опять очень жарко. Ты хочешь первая? Ну давай. С чипсами на бимби. Фух, жарко. Снимала на Инстаграм стори, пока снимала, все эти красивые лучики ушли куда-то. У нас тут перекус с соседской собакой на остановке. Ой. Ну что, пошлите дальше? Собака. Наша собака ушла домой, соседская с нами гуляет. Соседский пес, слушайте, наглый. Вокруг нас дерется, пошел с нами. Мы пришли. Пошлите, девочки. Шайлик. Пошли. Шайлик, Ария. Мы пришли к лошадкам. Что ты им даешь? Ну, что ты им даешь грязь какую-то непонятную? Вон соломки возьми. Вон, возьми солому. Иди возьми солому. Привет. Мяу.